Привет, как дела? Сегодня мы обсудим последние новости Тэгука и некоторые неясности, которые возникли в последнее время. Во-первых, у нас есть новый пост от Тэхёна. Недавно он загрузил несколько фотографий с Джей-Хоупом и Чимином. На этих фотографиях он выглядит расслабленным, улыбающимся и излучает свою фирменную спокойную энергию. Многие прокомментировали, как красиво он выглядит, не только из-за его внешности, но и из-за того, как он излучает более зрелую и свободную ауру. Что особенно поразительно, так это то, как он перенял определенные модели поведения, которые мы также видим у Чингука. Говорят, что когда мы проводим много времени с кем-то, мы перенимаем некоторые его привычки, и в случае с Тэхёном это довольно заметно. Речь идет не только о мелких деталях, таких как жесты или выражение лица, это также и более глубокие отношения, например, как он наслаждается простыми моментами или общается со своими близкими. Со временем мы увидели, что Тэхён и Чингук начали проявлять больше свободы в присутствии друзей, они учатся быть более открытыми и делиться повседневными вещами, что раньше, возможно, воспринимали как должное. Отчасти это связано с тем, как развивались их отношения. Хотя они никогда не говорили об этом прямо, очевидно, что их отношения – это больше, чем просто дружба. Переходя к другой важной теме, давайте обсудим недавний прямой эфир Тэхёна. Как многие уже знают, он провел нашумевший прямой эфир, хотя он и не показывал своего лица, он довольно много времени провел, общаясь с фанатами. Некоторые просили его включить камеру, чтобы его было видно, но он сказал, что в тот момент не мог. Интересно то, что произошло в начале прямого эфира. Те, кто присутствовал с самого начала, заметили какой-то фоновый шум, негромкий, но довольно слышимый. Многие отметили, что среди шума можно было услышать чей-то голос, а некоторые согласились, что это был голос Чингука. Я сам несколько раз прослушал запись, бывали моменты, когда можно было отчетливо услышать чей-то голос, но тон, ритм и интонация голоса указывали на Чингука. Конечно, мы не можем быть уверены, что это был он, потому что мы его не видели, но это тоже не редкость. На самом деле, учитывая динамику их отношений в последнее время, разумно предположить, что Чингук был рядом, составляя компанию Тэхёну, как и в остальное время. За последний год их отношения стали яснее, хотя многие утверждают, что они не вместе или больше не общаются, правда в том, что признаки говорят об обратном. Важно также помнить, что хотя они и не говорили ничего публично, их забота друг о друге по-прежнему очень заметна. Они защищают друг друга, поддерживают друг друга, и каждый находит способ поддержать другого, даже когда они находятся в разных ситуациях. Эту динамику не нужно объяснять, те, кто давно следит за их жизнью, уже понимают. Теперь давайте поговорим о том, что происходит с Джей-Хоупом, Тэхёном и Чингуком, потому что многие люди до сих пор на них злятся, и это порождает много негодования, особенно по отношению к Тэхёну, Джей-Хоупу и Чингуку. Мы должны помнить, что BTS всегда были группой из 7 человек, и каждый из них заслуживает равной поддержки. Несправедливо нападать только на одного человека за то, что он не выступил так, как ожидалось. Недавно Джей-Хоуп выложил в Instagram историю видео с несколькими участниками группы, но Чингук там не присутствовал. Возможно, он был занят другими проектами, возможно, он не смог присутствовать. Но вместо того, чтобы понять это, многие начали злиться, они жаловались, что Джей-Хоуп не упоминал Тэхёна в своих прямых эфирах или что он не добавлял его фотографию в свои посты, а теперь они еще и спрашивают, почему он не снял Чингука. Легко впасть в такие предположения, но мы должны помнить, что на самом деле не знаем, что происходит в их жизни. Мы не знаем их решений или причин, по которым они появляются или не появляются вместе. Иногда сама компания решает, что публиковать, что показывать и кто участвует. Мы не можем делать поспешных выводов и говорить, что их оттесняют на второй план или что они хотят, чтобы их исключили из группы. На самом деле, я видел страницу, на которой говорилось что-то подобное, что они должны игнорировать Тэхёна и Чингука, и, честно говоря, это абсурдная идея. Они знают друг друга много лет, они выросли вместе тренировались и образовали связь, которую не могут разорвать посты в социальных сетях или истории. Они часть группы, которая многое пережила, и они не раз доказывали, что их связь выходит за рамки того, что видно на камеру. В
В случае Тэхёна и Чингука их отношения всегда были особенными, хотя это не все показывается публично, те, кто следит за ними долгое время, знают это. Кстати, есть еще одна широко обсуждаемая тема – ресторан, в который они, как сообщается, ходили, называется Нобу в Малибу, Лос-Анджелес. Интересно не только то, что они пошли, это та же самая схема, которую мы видели раньше. Тэхён и Чингук впервые пошли вместе, одни как пара, в этот ресторан, то же самое уже случалось и с рестораном Бикизаунг. Сначала они ушли, потом привели Чимина. Теперь же, в Нобу уйдя одни, они тоже вернулись, но уже с остальными участниками, и это повторялось несколько раз. Тэкук часто делает так, сначала они переживают что-то в одиночку, делятся этим как пара, а затем воссоздают это друг с другом. Это как будто способ показать нам, не говоря об этом прямо, что этот момент принадлежит в первую очередь им, что он имеет для них личную ценность. И на самом деле это не совпадение, это часть того, как Тэхён и Чингук нашли свое место среди всего того, что связано с публичностью. Они знают, что не могут делиться всем открыто, но все же находят способ оставить подсказки. Тэкуку приходится выстраивать свои отношения в очень сложной обстановке, они часть индустрии, которая редко допускает такую связь. Тем не менее, они остаются близкими людьми, они заботятся друг о друге, уважают друг друга и всегда поддерживают друг друга. Вот почему важно не поддаваться слухам или недосказанности, не все нужно объяснять. Иногда маленькие жесты, кажущиеся обыденными моменты, имеют самое большое значение. Нельзя забывать, что 7 участников BTS провели вместе более 10 лет своей жизни, и это создает неразрывную связь. Однако в случае Тэхёна и Чингука есть нечто большее, они выросли вместе не только как артисты, но и как личности. Они выбрали друг друга и в хорошие, и в плохие времена, и, несмотря на попытки мира ограничить их, они нашли способ быть вместе. Поэтому вместо того, чтобы искать доказательства, которые могут их разлучить или расстраиваться из-за незначительных деталей, возможно, лучше взглянуть глубже. Есть что-то необъяснимое в том, чтобы видеть Тэхёна и Чингука вместе, это не то, о чем они кричат миру, и не то, что пытаются скрыть. Это в том, как они смотрят друг на друга, в том, как они подходят друг к другу, не задумываясь, в том, как их тело понимает друг друга без слов. Это связь, которая не выстраивается и не практикуется, это образ жизни, который, кажется, зародился между ними давным-давно и остается неизменным с течением времени. Когда они оказываются в одном пространстве, все меняется, не только их физическая близость, но и их жесты, взгляды и даже молчание говорят сами за себя. Они не пытаются слишком сильно что-то доказать, ничто не переусердствует. Такое поведение, которое для других может быть просто дружбой или привычкой, приобретает гораздо больше смысла, когда мы понимаем контекст, в котором они живут.